Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас на очередной серии по анти-Харлею. И казалось бы, мы же уже догнали на этом мотоцикле Harley-Davidson 883 с результатом 8,4 секунды до 100 км в час. Но мы его догнали, но не перегнали. Да блин, кто, вырвался впереди, тот и поехал. Не сказать, что я этим результатом доволен. Поэтому мы собрали еще одну версию движка для этого мотоцикла, уже 6-ю по счету. И вот сегодня будем пробовать и тестировать еще раз. Итак, 6-я версия движка. Что же она из себя представляет? Мы не стали в очередной раз вас томить тем, как собирается этот двигатель, потому что, по сути, это уже будет 3-я или 4-я серия конкретно с этим мотоциклом того, как собирается движок. Поэтому вкратце. Здесь у нас стандартная, родная его 650-ка. Та, которая у нас изначально в стоке ехала 11,4 секунды до сотни. Сейчас неплохо. 11,48, 4,13. Мы решили именно 650-ку немножечко улучшить. Почему? Мы думаем, что этот двигатель может поехать даже лучше, чем 830 кубов, которые мы тестировали раньше и которые у нас показали результат один в один такой же, как у Спотстера 883. Все просто. 750-ка имеет достаточно тяжелое колено и тяжеленный маховик весом 6 килограмм. Поэтому, да, разгоняться она у нас разгонялась, но раскручивалась достаточно неохотно. Самый легкий и самый крутибельный мотор из всех тех, которые мы собирали, должна получиться именно 650-ка. Поэтому сюда у нас встали новые цилиндры на 82,4. Также сюда теперь установлен инжектор. Возможно, инжектор нам тоже поможет немножечко улучшить ситуацию с разгоном. Здесь установлен облегченный маховик. Стандартный вес маховика Урала идет 4800. Сейчас у нас 2800. И колеса, естественно, были здесь другие. Здесь стояли стандартные 18-е колеса. Но мы это все дело немножко переделали, потому что мы делаем не только быстрый мотоцикл, но мы хотим его сделать еще и стильным. Поэтому здесь сейчас стоят 16-е дутенькие колеса, вот такие вот с вайтволами, пока что грязные, но это все пока. У нас здесь 10-ка в редукторе. В теории до 100-ки мы сейчас на Урале можем разогнаться на 2-й передаче абсолютно без проблем и без потери мощности. Знаете что, ребят? Вот я, честно говоря, смотрю на современную китайскую технику, посчитав немножечко, я понял, что вот было бы гораздо проще, на самом деле, купить уже сразу же готовый мотоцикл и не страдать всей этой херней с Уралом. Но мы оппозитчики, у нас нету цели, у нас есть путь. А если вы не хотите такого же путя, как у нас, присмотрите себе что-нибудь более современное. Как, например, вот этот SU625 реально по деньгам вышел дешевле, чем наш итоговый анти-Харлей. И при этом он будет, скорее всего, ехать быстрее, он будет надежнее, а еще этот мотоцикл скоро будет еще и на автоматической коробке передач, как я узнал. А узнал, кстати, я это с сайта washrus.ru. Мой вам совет: когда покупаете или думаете приобрести современную китайскую технику, всегда смотрите, что у них еще и по запчастям. Вот на сайте washrus.ru есть раздел, помимо мотоциклов, есть еще и запчасти. Уже появились схемы на SU625 с коробкой автоматом. Ну вот, допустим, давай посмотрим, сколько стоит поршень на этот мотоцикл. 1320 рублей. 320 рублей! Поршень новый на это. У нас автотехнология на Урал стоит 13 за пару. Но вот мне объективно нравится, как у него работает задняя подвеска. Давай посмотрим, сколько стоит задний амортизатор, например, на него. 5800? Короче, товарищи, по всем параметрам современные китайские мотоциклы выходят дешевле и лучше наших Уралов. Я вынужден это признать. Но Урал наше все. Мы его не бросим. По этой причине мы сейчас будем продолжать писать историю этих мотоциклов. Давайте посмотрим, что у нас получится из наших заездов. Я, знаешь, что думаю? Я сейчас думаю, первые заезды просто подключусь к инжектору и попробую покатаюсь. Посмотрю, как там, что у нас с оборотами. Сначала просто хотя бы, попробую, может быть, я подкорректирую сейчас настройки как-нибудь получше. Но это в процессе, наверное. Выскочила передача, не довключил, мой косяк. А моторчик прекрасно крутится, я вам хочу сказать. Облегченный маховик — это тема.
Надо подрегулировать сцепление. Ага. Регулировать некуда уже. Давайте-ка обратим свое внимание на количество оборотов. Где у нас сейчас вообще отсечка? Программно она у нас 8000. 7800, по-моему, или 7700 точно было. Но мотор звенит уже, мне его жалко. Есть небольшой рассинхрон по дросселям. Я хочу зажигание поправить. Даже вот так вот, наверное. Напомню, мы используем сейчас 95-й бензин. Ах ты ж, блин! Нормально, мне так больше нравится. О! Еп. А? Это точно ураловский мотор? На 6, на 7 тысячах прет. 7500, это неплохо. Прям здорово. Такая длинная первая, вторая передача сейчас получились. Просто класс. Мне кажется, это как раз то, что нам нужно. Это что за звук был? Ты слышал? Да. Я тоже слышал. 107-89. Рассинхрон однозначно у нас есть. Пока он ездит, надо попробовать замериться. Я бы, конечно, настроился еще. А что там какие-то звуки странные, непонятные. Короче, надо пробовать. Че, включился, нет? Ага, включается. Слушай, ну едет хорошо. То, чего никогда не было на Урале, это подхват. Ну, то есть, ты едешь там типа 2-3 тысячи оборотов, газу ему даешь, он попер. То есть, у него прям вот это вот дерганность вот эта вот появилась. Потому что обычно ураловский мотор, ты там как ручкой газа не делай, он там подумает сначала, потом поедет. Тут прям и все, и он прям рвется. Давай, давай, давай. Так, есть. Мы подключились. У нас что-то звук какой-то появился неприятный. Ты слышал, нет? Нет. Нет? Сейчас послушаем. Да, это Карабас, видимо, был. Работает, как работал. Да, да. Это Карабас, видимо, там где-то, ну, не довключилась передача. Это подшипник. Это в коробке подшипник. Да, Выжимной. да. Ладно. Это все мелочи. Поехали. Первая до 70. Отлично. На второй 105. Легко. Ух ты. Шопы как вильнули. 8,1 это уже неплохо, неплохо. Еще разочек в горку. Идем на улучшение результата. Он может ехать лучше. Вопрос только во мне. Вот сейчас получше стартанул. Как он хорошо после 60 набирает, а? Все очень даже неплохо. Мы сейчас на объеме на 150 кубов меньше, чем Харлей. Едем точно так же, как Харлей. То есть 8,2, 8,1 это уже очень неплохо. Но надо немножечко его подрегулировать, чуть-чуть подкрутить, и тогда будет прям вообще песня. Сейчас подкрутим и еще раз заедем. Что там у тебя? 8,2. Лошара, скажи, да? 8,2 у меня удалось выбить один раз, буквально там из 15 попыток. Вот считай, сколько было заездов? 8,4, 8,7, ну тут твои 12. Ну, твои 12. Короче, я предлагаю, что подкрутить, что поднастроить. Мы сейчас просто возьмем прокладку между рулем и сиденьем, поменяем ее. И я думаю, тогда Урал поедет наверняка лучше. Поэтому... Товарищ прокладка!
Можно вас попросить за руль? Сейчас поменяем прокладку. В будущем, как вы понимаете, мы поменяли на этом мотоцикле не только прокладки, но и весь мотоцикл мы прям преобразили полностью. Это вы увидите уже в следующих сериях. Но сейчас у вас уже есть возможность побороться за этого красавчика. Чтобы стать владельцем этого мотоцикла, необходимо перейти на наш сайт uralcustom.ru и приобрести либо физические наклейки, либо цифровые товары, либо приобрести в нашем магазине товаров на 7000 рублей. Ну, кстати, там все для Уралов. Таким образом, вы автоматически становитесь участником нашей акции. И помимо мотоцикла, у нас есть еще прекрасные призы и подарки для наших участников. Следите за нашим проектом «Урал Анти-Харлей», участвуйте в акции, поддержите наши страдания и, как знать, может быть, 26 числа именно ты заберешь этот мотоцикл у меня. Он тоже не переключался на третью передачу. 2 передач вполне достаточно. 105 я тогда на второй передаче разогнался, то есть как бы, но это опять же в эту сторону. То есть отсюда туда это в горку, а в обратную сторону будет попроще, потому что там хотя бы прямая. Здесь прям горка, и она такая явная, уклон приличный. Сделаем его, ребята! Надо поехать лучше, чем 8,2. Степа может. Вторая. Все. Блин, как он быстро тебе стал до сотни разгоняться, а? Вот по сравнению с тем, что было раньше. Стандартно этот мотоцикл, этот мотор ехал на более легких и, на более легких колесах ехал 11,4. Ну, давай, сколько? Ну, Степа, сколько? Нашего движка 650 кубов, к сожалению, чуть-чуть не хватило для того, чтобы обогнать легендарный Харли Дэвидсон Сподстер. Мы сюда вкинем двигатель немножечко пообъемнее. Почему так все плохо? Я не понимаю. Харлей по-прежнему обгоняет. Есть у меня одна идея. Практически литровый движок для Урала. 14 секунд в горку. Полная шляпа. Объем мы больше увеличивать не будем, а будем делать наоборот. 8,4 это уже как Харлей. Конечно, мне хотелось сделать так, чтобы мы не то чтобы приблизились к 883, мне хотелось сделать этот 883. Сколько? Ну, стоп, а сколько? 7,35. А этот предыдущий 7,7 в горку и 7,3 с горки. Средняя арифметическая 7,5. Но это все равно уже лучше, чем Харлей. Значительно. Что, еще пробовать будешь? Да! 7,5, 7,3. А вот это я понимаю.
Харлей 8,2, понимаете? Все! Все, 8.8.3 мы сделали при объеме на 150 кубов меньше. Так, первая. Вторая. Сейчас чуть пораньше переключился. А, собственно, все, уже сотка была, да. Без всяких особых тюнячек. Илюха Афинкин, Илья Юрьевич, спасибо тебе огромнейшее, а. Именно благодаря Илье мы сейчас здесь. Все. Отъездился? Издюк. 7.35 также, но сцепление уже буксует, уже Да. сцеплением пахнет вовсю. О, фу, воняет, я бы даже сказал. 3.18 до 60 и 7.35 стабильно до 100. 7.35, ребята, на Урале. Добро пожаловать. Знаешь что, возможно, то, что сцепу бросаем на старте, подшипник долго не выдерживает, не выдерживает таких ударов. Поэтому так. Ну что, товарищи, доказали мы вам, показали мы вам, что Урал все-таки действительно может ехать даже лучше, чем Харлей. И вот сейчас я наконец-то доволен, потому что в предыдущей серии вроде бы да, ну вот мы собрали 830 кубов, мотак едет так же. Это так же, как Харлей, но никак не анти. А вот сейчас вот эта версия, это уже действительно анти-Харлей, потому что Спотстер 883 едет самое лучшее 8,2. Мы едем 8. Ну, 8,5 в среднем, 8,3 самое лучшее, да? Это уже хороший результат. Не-не-не, 7.30. Ой, 7, да, прошу прощения. А вот сейчас мы уже действительно собрали ту конфигурацию Урала, которая может ехать лучше, чем Харлей. Уже действительно анти-Харлей. Спотстер 883 ехал у нас 8,2 секунды. Напомню, абсолютно стандартный стоковый японский Харлей. Ну, с японского рынка имеется в виду. Надо это было кому говорить, нет? Ну ладно, не суть. Харли Дэвидсон Спотстер Харли Дэвидсон 883 едет 8,2 секунды до сотни, а мы поехали 7,5. Но работы по анти-Харлею, несмотря на то, что с самой главной своей задачей он уже все-таки справился, мы работы не прекращаем. Они, можно сказать, только-только начинаются. Ну и в следующей серии по данному проекту, я думаю, вы увидите, какая же классная штука может получиться из Урала. Но об этом чуть позже. На этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новых видео. Пока! А мы с Кирюхой сейчас разговаривали. Я говорю, у меня уже есть интерес попробовать не 0,100, а максималку, сколько он поедет. Ну, блин. Это надо после полного ребилда, потому что, да, тормоза у нас есть, но только передние. Зад вялый. Подвеска, что самое важное, при разгонах там до максималки, у нас ее сейчас нету, понимаешь, от слова совсем. Сначала полный ребилд, и там уже, да, потом, если хочешь, можешь попробовать.